Льготы репрессированным немцам в России и в Германии. В Германии репрессированным выплачивают деньги, в России предоставляют социальные льготы. Если из-за незаконных действий правительства человек без вины сидел в тюрьме или погиб, его детям полагаются льготы от государства. Например, потомкам возвращают отнятые права или награды репрессированного, заново оформляют аннулированное гражданство, выдают денежные пособия или компенсируют изъятое некогда имущество, землю, недвижимость, деньги. Еще государство разрешает им оплачивать только половину коммунальных услуг, ездить в муниципальные санатории, бесплатно пользоваться общественным транспортом. Льготы репрессированным немцам в Германии. С 7 июля 2016 года немецкое федеральное правительство единовременно выплачивает репрессированным немцам 2500 евро. Постановление распространяется на этнических немцев и граждан Германии, которых депортировали в отдаленные регионы СССР, вынудили жить и работать в трудармии под контролем комендатуры с 1 сентября 1939 года по 1 апреля 1956 года. Выплата 2500 евро не то же самое, что комендатурские деньги. Последние предназначены для немецких граждан, которым пришлось жить на спецпоселении, а 2500 евро предназначается для немцев, которые находились на принудительных работах по указанию иностранных властей. Как получить компенсацию? Заинтересованные лица должны подать заявление на получение суммы 2500 евро из компенсационного фонда. К заявлению прикрепляют документы, которые доказывают принадлежность человека к кругу правомочных заявителей. Например, доказать немецкое происхождение и свободное владение языком, приложить запись о немецкой национальности и доказать принадлежность к немецкому культурному кругу. Также придется доказывать участие в принудительном труде по воле иностранных властей. Скачать бланк заявления можно на сайте представительства Германии в России. Обратите внимание! Фонд компенсации вправе отклонять заявление, если сочтет доказательства недостаточными или при появлении подозрений в обмане государства. В таком случае фонд выдаст письменный отказ, который разрешается оспорить. Для оспаривания подают протест в вышестоящую инстанцию или направляют жалобу в суд. Льготы репрессированным немцам в России. Детям людей, попадающих под закон РФ о реабилитации жертв политических репрессий, российские власти предлагают пользоваться льготами. Чтобы их получить, нужно подать заявление в орган соцзащиты по месту проживания. Речь идет о следующих льготах. Медицинское обслуживание в государственных поликлиниках и больницах. Бесплатный или льготный отдых в санаториях и на курортах России. Бесплатные протезы и кресла-каталки. Медицинское обслуживание. Репрессированным россиянам, в том числе немецкой национальности, врачи оказывают медицинские услуги за полцены, безработным инвалидам первой и второй группы выдают лекарства и ортопедические изделия в соответствии с диагнозом. Работающие репрессированные граждане и их дети получают путевки по месту работы, неработающим их оформляют органы, которые выдают пенсию. Немцам и россиянам других национальностей, подходящих под закон РФ о реабилитации жертв политических репрессий, государственные и муниципальные поликлиники бесплатно изготавливают и чинят зубные протезы. Льготы на транспорт. Жертвам репрессий с российским гражданством государство предлагает раз в год бесплатно пользоваться поездами РЖД, а самолетом или водным транспортом с 50% скидкой. Для получения компенсации нужно показать билеты сотрудникам органа, который начисляет пенсию. Репрессированные немцы с российским гражданством имеют право бесплатно пользоваться городским транспортом, за исключением такси в пределах района, где они живут, и бесплатно ездить транспортом пригородного сообщения. Для этого им понадобится проездной билет. Чтобы получить льготный проезд в транспорте, нужно предъявить свидетельство о праве на льготы. Льготы на услуги ЖКХ. Немцы, признанные пострадавшими от политических репрессий, и их ближайшие родственники оплачивают 50% коммунальных услуг в пределах социальной нормы жилья, то есть их счета за воду, электричество, канализацию и обогрев помещения государства разделяет на 2. Если репрессированный гражданин живет в районе без центрального отопления, ему компенсируют половину стоимости топлива. Немцам с российским гражданством, которым приходилось жить в специальных поселениях и работать по принуждению советских властей, бесплатно устанавливают стационарные телефоны, их первыми принимают в садоводческие товарищества и ЖСК, прикрепляют к специальным магазинам и снабжают продовольственными и промышленными товарами со скидкой или бесплатно. Иные льготы. Если немец с российским гражданством пострадал от политических репрессий на территории СССР, он вправе переехать жить в дом престарелых или дом инвалидов и находиться в этих заведениях на полном государственном обеспечении.